Получилось сыграть сегодня на Личес довольно-таки интересную партию, и сейчас покажу вам компьютерный анализ этой партии. Соперник подобрался из Италии, рейтинг 1725 очков. Партия была товарищеская, блиц 3 минуты плюс 0 секунд на добавление, то есть ровно 3 минуты. Естественно, волновался, играя с соперником такого рейтинга высокого, но тем не менее решил отбиваться до последнего. В итоге победил, получилось даже выиграть эту партию неожиданно для себя. Играл белыми фигурами и снова решил попробовать северный гамбит, так называемый, сыграть начало, а потом уже придумывать ходы на ходу, как говорится. Поехали. Начало северного гамбита, но соперник не берет мою третью пешку здесь, чтобы вышел мой чернопольный слон, а идет пешкой на d6. Размениваем слонов белопольных. Я пытаюсь развивать свои фигуры. Здесь объявляю шах. Компьютер пишет, что это ошибка. Лучше было походить ферзем на b3. Удар сюда и удар одновременно сюда. Соперник все это прекрасно видит, прикрывается от шаха конем. Я отхожу ферзем сюда, и вариант сделать рокировку. Делаю рокировку, соперник тоже делает рокировку. Развитие фигур мы закончили, естественно, у черных. Я так вижу и понимаю, что ситуация гораздо лучше на доске, но продолжаю упорно сопротивляться сопернику. Пытаюсь обострить игру, но у меня это не получается. Здесь я принял решение играть больше в защите, внимательно играть и постараться по возможности меньше фигур прозевать своих и попытаться все-таки контр-игру какую-то наладить. Здесь у меня идея коня задвинуть на g5, и потом ферзь бьет на пешку, бьет пешку h7. Здесь хорошая угроза для короля черных. Соперник предлагает разменять ферзей, но мне этот размен не выгоден, поэтому я отхожу ферзем на e4. Дальше следует конь мой по плану g5. Соперник это прекрасно видит, двигает пешку для того, чтобы удар не получился на h7 ферзем. Я бью конем на h7 для того, чтобы соперник забрал королем моего коня. У меня такой план был в этом случае. И пытаться атаковать ферзем на h4, ставить шах. И потом пытаться, так у меня чернопольный слон здесь угрожает по черному полю, пытаться как-то загнать короля соперника. То есть я еще так далеко не видел, что возможно продолжение, обострение. И может быть как-то попытаться потом ладью сюда вывести. Но пока атаковать ферзем и слоном своим. Соперник забирает моего коня, я объявляю шах ферзем на h4, и уже вижу, что если соперник уходит сюда, единственный возможный вариант отхода королем, то я объявляю шах ферзем на h8, и дальше уже по ситуации. То есть я так далеко просчитывать ходы пока не умею, максимум пару ходов. Соперник уходит королем на g8, я ставлю шах ферзем на h8, король уходит на f7, и здесь оказывается матовая ситуация, то есть я ферзем играю на g7, и получается мат сопернику объявлен, то есть выиграл партию. Неожиданно для себя, конечно, но так приятно получилось.